Друзья, всем привет! Вы на канале Варанчо. Сейчас 7:30, и мы отправляемся на одну из самых популярных экскурсий Доминиканы, на остров Саона. Поехали! I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Все, мы приехали к нашему автобусу. Едем. Hola. Tengo una grabación de ti en el barrio. Y me la envías personal. Сейчас идем 2 минуты до пляжа. Мы дошли до пляжа. Отсюда стартуют все лодки. Ждем, пока все сходят в туалет, вся группа соберется. И будем ехать. Мы приехали в Баяибе. Вообще на эту экскурсию можно поехать с Пунта-Каны, с Баяибе, в принципе, с любого курорта, кроме Пуэрто-Плата. Вот. Мы ехали сюда с Пунта-Каны приблизительно час, наверное? Да. Где-то час. Нам всем надевают браслеты в национальный парк. Hello. Вообще вариантов Саоны очень много, и в основном все зависит от того, на чем мы будем передвигаться, и включен ли у нас город художников Альтос де Чалон, который построил безумный австралиец Сол-стрит Чарльз Блюдорн. Мы сейчас приехали на пирс, и я хочу показать, чем все-таки отличаются средства передвижения. Во-первых, можно на Саону добраться на парусном катамаране, на скоростной лодке и на мотомаране. И чаще всего все эти три средства, они комбинируются. То есть в одну сторону мы плывем на парусном катамаране, в обратную сторону на скоростной лодке, либо же на мотомаране. Либо же туда и обратно на парусном катамаране. Я сейчас покажу, как выглядят вообще эти лодочки. Здесь самая первая стоит скоростная лодка, дальше уже мотомаран. Мотомаран помещается больше людей. И парусные катамараны, они все припаркованы дальше, потому что здесь очень мелко, он сюда подойти не может. Ну, обычно мы садимся на мотомаран, либо на скоростную лодку и добираемся уже до парусного катамарана. В общем, посмотрим, на чем мы будем передвигаться. Мы выбрали формат скоростная лодка и парусный катамаран. Я, правда, не знаю поочередность, сначала на катамаране, либо на скоростной лодке. Но все это мы сейчас уже увидим. Мы все-таки сейчас садимся на мотомаран. Посмотрим, что дальше. Сразу поплывем в Голубую лагуну или будем пересаживаться на парусный катамаран. В общем, народу очень много, мы все не помещаемся. И, как оказалось, мы сейчас будем плыть в сторону парусного катамарана, как я предполагал. Там уже будет посвободнее. Здесь на носу катамарана нету таких лежачков, потому что когда мы ездили в первый раз, здесь были, не знаю даже как выразиться, такие пуфики, что ли, где можно полежать. Вот так вот люди сейчас будут просто на полотенчиках. Народу, конечно, очень много. У нас, наверное, где-то на этом катамаране будет человек 60. Короче, это жесть, потому что нам загрузили еще одну лодку. То есть нас здесь уже и так дофига. И уже практически сидеть негде, а они еще прибывают и прибывают. Куда мы попали?
to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People, I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself. В общем, мы опять пересели с катамарана на моторную лодку и добираемся сейчас до берега. Посмотрим, что нас ждет, но цвет воды, конечно, шикарный. Эй! Смотри, мы на другом пляже. Он туда пошел. В общем, наконец-то мы приплыли, высадились на остров. Но очень странно, потому что первый раз, когда мы ездили, мы высаживались в совсем другом месте. Может быть, это к лучшему. Посмотрим, что здесь нас ждет. В общем, нам дали здесь 2 часа. Вот, пляж другой, как я уже говорил. Ну, в принципе, вроде выглядит неплохо. Но мне почему-то кажется, что с другой стороны было повеселее. Сейчас пойдем обедать. Начинается обед через 10 минут. Займем себе лежак. Лежаков здесь очень много. Но, по крайней мере, сейчас. Может быть, уже кто-то уехал или еще кто-то не приехал. Вот, снимем обед и полетаем на дроне. Так, ну в общем здесь дают хлебушек. Сколько еще? Ну еще чуть давай. Огурцы, помидоры, какие-то овощи, рис и курицу. Особо не разгонишься. В общем, мы взяли себе покушать, и сразу скажу об одном большом минусе. Комаров очень много. И есть вообще просто невозможно, потому что я уже убил, наверное, штук 5. Это жесть. Все ноги, вообще все покусали, руки. Вообще ужас.
В общем, мы покушали и пошли покупаться. Я сразу выдам недовольство. На пляже нету душа. Нет пресной воды. Да. Но это не самое страшное, к этому мы были готовы. Но, несмотря на это, мы в этом году были с другой стороны. На другом пляже, и там был душ. Допустим, даже соленый. Проблема в том, что вот мы сейчас покушали, на нас напали комары, есть невозможно, и руки помыть вообще негде. То есть, блин, я до сих пор хожу жирными руками. Ну ладно, не будем о грустном. Цвет воды, конечно, шикарный. Ой, я упал сразу. Вода теплая, да? Мы, конечно, когда ехали сюда, пытали надежды, что мы встретим Ламантино, когда будем купаться. Это наша первая остановка. Мы еще не были в натуральном бассейне. Нас ждет это дальше, там, где морские звезды. Мы сразу приплыли на остров. И у меня тоже есть комментарий по поводу пляжа. На самом деле пляж мне нравится, потому что здесь не так много камней. Да, то есть, ну вот сколько на Саоне плюсов и минусов, да, Кать? То есть каждая сторона по-своему отличается. Здесь вообще чистый вход. Можно спокойно купаться, ничего не мешает. Лодок нету. Комары все испортили. Берите обязательно спрей от комаров. Он вам здесь понадобится. И было бы неплохо взять полторашку воды пресной. Потому что у меня, например, аллергия на морскую воду. Ну, конечно, мы уже идем где-то минуты 3. Нам уже страшно оставлять наши вещи там на берегу. Но я до сих пор даже не дошел по пояс уровня воды. Даже я. Да. В общем, мы встретили гида на берегу, я у него спросил название пляжа, потому что мне было интересно. В прошлом году мы были с другой стороны, ну, по крайней мере, мне так казалось. И это оказалось правда, потому что эта сторона называется сторона Карибского моря, с другой стороны это Атлантический океан. Там было гораздо больше людей. Я не могу сказать, что, в принципе, чем-то особо отличается, кроме того, что здесь действительно меньше людей, чем с той стороны. Но еще он нам сказал прогуляться в другую сторону. Я сейчас покажу. То есть мы отдыхаем здесь, и если мы прогуляемся туда, там есть какой-то дикий пляж, где можно пофотографироваться, запустить дрон. Посмотрим, сходим мы туда или нет. Ну а так, в принципе, я уже забыл про комаров и о том, что нас плохо кормили. Самая главная достопримечательность этого острова – это лежачая пальма. Потому что многие в интернете пишут, что на этом острове снималась реклама Баунти. Я насчет этого особо не уверен. Вот. Ну и многие девушки сюда, и парни в том числе, тоже приезжают, чтобы сделать крутую фотографию на лежачей пальме. С той стороны острова людей очень много, там большие очереди. Здесь гораздо меньше людей.
Все, мы уже отдохнули на салоне. Сейчас мы едем в сторону натурального бассейна фотографироваться с морскими звездами. Посмотрим, что нас ждет дальше. Мы остановились сделать фотографию на фоне пролива с Карибского бассейна в Атлантический океан. Сейчас покажу, как это выглядит. Там. Где-то там. Цвет воды, конечно, огонь. У нас здесь 2 лодки и больше никого нету. В общем, мы приехали в одно очень интересное место, которым славится национальный парк Салоне. Это натуральный бассейн, где воды по пояс и где живут морские звезды. Сейчас пойдем посмотрим, как это выглядит. Я сейчас стою на корме лодки. Здесь много людей. Я надеюсь, что у нас получится найти звезду и сфотографироваться с ней. Вообще, когда мы первый раз ездили, был плавающий бар, но сейчас его нету. Здесь чуваки просто наливают прямо на лодке. Мы пробираемся, мы пытаемся найти морских звезд. Да? Вова все-таки нашел звезду. Я потратил где-то 20 минут, плавал без маски в соленой воде и нашел морскую звезду, очень большую, очень красивую. Да. Вот. На самом деле сейчас не так много, как везде, но тем не менее нам удалось найти одну. Мне кажется, это Главное, место не такое. доставать их из воды, потому что они могут умереть. Так, ну что, друзья, наш выпуск подходит к концу. Мы уже вернулись обратно на пирс Баибе. Хотелось бы сказать пару плюсов и минусов этой поездки. Первое, что я отметил для себя, то, что эта поездка подойдет для тех гостей, которые отдыхают в Пунта-Кане, потому что Пунта-Кана — это Атлантический океан, там чаще всего бывают большие волны. Здесь никогда нету волн, здесь шикарного цвета вода, здесь никогда нету водорослей. Вот, поэтому я рекомендую поехать сюда. Но также хотелось бы сказать, что на том пляже, на котором мы были сегодня, нету душа с пресной водой. Здесь даже нету душа с соленой водой. И на нас напала целая стая москитов. Ну и, в принципе, наверное, это единственное, что я отмечу из минусов. Поэтому я рекомендую вам съездить на эту программу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я надеюсь, что это видео поможет вам в дальнейшем и вам понравится. В общем, до скорой встречи.